Вышла новая нейросеть ChatGPT Image 2 для создания изображений, и это просто отвал башки. Обычно, когда выходит какая-то моделька, которая лучше всех рисует картинки или баннеры, то ее называют убийцей. И это реально убийца Nano Banana Pro, которая была раньше популярна от Гугла. Потому что ChatGPT очень хорошо пишет тексты, делает 3D-графику, делает баннеры, рисует картинки как будто бы от руки в разных стилях, может делать раскадровку для вашего мультперсонажа, может делать описание вашего лица, стиля, подбирать вам одежду, делать баннеры, обложки, все что угодно, постеры, меню для ресторана, классные сторисы. И в сегодняшнем видео я покажу вам, как с помощью одной секретной техники делать такие же изображения с помощью GPT Image 2. И расскажу я это вам полностью бесплатно, потому что обычно это продают за деньги, рассказывают какие-то волшебные промпты. Я расскажу, как это можно сделать иначе. Все, что вам потребуется, это аккаунт в чат GPT. Как его зарегистрировать и оплатить, я сейчас покажу. Чтобы чат GPT у вас открылся, вам нужно заходить не с российского IP-адреса. Ну, раз вы смотрите это видео на YouTube, то вы знаете, как это сделать. Когда вы попадете на сайт, у вас будет возможность даже без аккаунта что-то написать чату GPT и получить ответ. Но генерировать изображение вы здесь не сможете, поэтому нужно завести аккаунт. В правом верхнем углу есть кнопка регистрации, и регистрироваться нужно через свой Google аккаунт, чтобы у вас не просили каких-то дополнительных смс, не приходилось покупать виртуальные номера. Но и здесь есть нюанс. Предварительно проверьте, с какой страной у вас ассоциируется ваш аккаунт. Эту ссылку полезную я оставлю у себя в описании под видео. Здесь по этой ссылке можно сменить страну, с которой ассоциируется ваш Google аккаунт. Выбираем любую страну, желательно ту страну, у которой у вас будет банковская карта. Выбираем, что мы часто путешествуем и часто используем виртуальную частную сеть VPN. Отправляем, меняем регион своего аккаунта, затем регистрируемся с помощью своего Google аккаунта в чат GPT и вуаля. Вы находитесь в личном кабинете, который работает. Уже в бесплатной версии вы можете создавать изображения, выбрав готовые стили, которые предлагает чат GPT, но для полного функционала и больших лимитов вам нужно перейти на платный тариф плюс за $20 в месяц. В некоторых регионах доступен еще тариф Go за $5 в месяц. Переходим на тариф плюс, и при оплате вам нужна банковская карта, и это должна быть не российская банковская карта. Для оплаты нужна зарубежная банковская карта, ее номер, срок окончания и код безопасности. Сейчас покажу лайфхак, как можно быстро такую карту себе сделать. Заходим в чат бота Заруб, который вы можете найти по ссылке у меня в описании этого видео и в закрепленном комментарии. Открываем этого бота, в нем появляется кнопка «Карты». Когда вы на нее нажимаете, у вас открывается личный кабинет, в котором у вас есть баланс и баланс ваших будущих карт. Вы можете выпустить карту пластиковую или виртуальную. Она выпускается за $8, и пополнить ее можно от $10. Для того, чтобы выпустить карту, сначала нужно пополнить баланс. Пополнять баланс можно с помощью системы быстрых платежей или с помощью криптовалюты. Выбираем баланс, на который хотим пополнить карту, например, 3000 рублей. Тогда у меня на баланс упадет $33 33 цента. Здесь есть комиссия, которую я плачу за это. Нажимаем «Далее», и у нас генерируется QR-код, с помощью которого я могу в своем банковском приложении пополнить свою виртуальную карту. Точнее, пока что пополнить баланс бота Заруб. Готово, платеж оплачен. Возвращаемся на главную. Видим, что баланс пополнен. У меня сейчас $35. Нажимаем «Выпустить карту», виртуальную банковскую карту. Нажимаем «Купить». Эти деньги списываются с баланса. Карта успешно куплена. И теперь у меня есть виза, которую нужно пополнить. Указываем сумму, на которую нам нужно пополнить. Нам нужно $23, короче, со всеми этими. Так, 23. У нас здесь еще комиссия за пополнение будет 25. Давайте с запасом. Подтвердить. Готово. Сейчас карта пополнится, и после того, как она пополнится, я смогу воспользоваться ее реквизитами. Вот она. Здесь номер карты, здесь дата истечения, здесь CVV-код. И имя держателя карты просто карт-холдер. Дальше. Мне нужно указать реквизиты этой карты на странице оплаты вот здесь. После того, как я указал данные карты, у меня, кстати, изменился налог, теперь у меня он 9% вместо 12, поэтому заплачу $21.84. Нажимаем «Подписаться». Идет обработка платежа, и
по итогу у нас будет платный аккаунт ChatGPT Plus, оплаченный с нашей карты, которую я оплатил просто по СБП с помощью рублей. Все, у меня тариф плюс. Теперь мне доступны создание изображений в больших лимитах. Перейдем к основной части этого видео. Вы можете создавать изображение, просто нажав на кнопку «Создать изображение». ChatGPT сам предложит вам несколько классных разных стилей. То есть хотите 3D, хотите там графический дизайн, хотите вот сделать прикольную миниатюру себя. То есть вы можете выбрать себя на фото и с помощью готового стиля, который вам предложит ChatGPT, сделать это. Преврати это фото в волшебный мир мини-я, где вокруг меня оживают крошечные анимированные версии меня, эти милые персонажи, бла-бла-бла, и нейросеть делает эту картинку. И вот что получилось. То есть моя фотография, где мое лицо осталось неизменным, вокруг меня мини-я. А, То есть ChatGPT по факту делает промпт за вас, потому что есть готовые стили. Но что делать, если вы хотите реализовать какую-то конкретную задумку? Вы где-то увидели изображение, которое, ну, например, вам понравилось. То есть вы хотите сделать вот такой конспект для, например, темы продвижения своего телеграм-канала. Что вы можете сделать? Вы можете взять это изображение, вставить его в ChatGPT и сказать: вот референс изображения, в каком стиле мне нужно, чтобы ты сделал картинку. Создай такую же картинку с таким же конспектом, но на тему продвижения своего телеграм-канала с помощью платных и бесплатных методов. То есть мы говорим: возьми вот это исходное изображение и сделай такое же, только по моей теме. И можно скинуть готовый текст или попросить его этот текст самостоятельно написать. Я еще подумал, что надо уточнить, что конспект должен быть на русском языке. В принципе, здесь есть конспект, но он не на русском языке, а на языке, который был на исходнике. Конспект должен быть на русском языке. То есть в рамках одного и того же диалога мы можем подправлять изображение с помощью контекста. То есть мы говорим: возьми это же изображение и переделай его. Еще одна какая важная штука. Когда мы заходим в режим «Редактировать изображение», мы можем выбрать какой-то конкретный элемент, например, вот эту часть, и сказать, что здесь нужна какая-то инфографика. То есть мы можем здесь, выделив один кусочек изображения, отредактировать конкретный кусок. Это супер важно. Почему? Потому что иногда бывает, картинка вышла идеальной, но есть проблема с каким-то маленьким кусочком, какой-то объект не такой, что-то нам нужно исправить точечно. И вот в режиме редактирования как раз у нас есть такая возможность. Еще у нас есть возможность поменять формат изображения. То есть если оно было вертикальным, можно сделать его горизонтальным, альбомным и так далее. Понятное дело, что картинку можно просто скачать, да, то есть у нас есть кнопка «Скачать», и по ней можно просто кликнуть правой кнопкой мыши и так скачать. Ну, я думаю, что вы поняли. Вот картинка у нас на русском языке, да, полезные заметки. Здесь о продуктивности, планировании и саморазвитии. Вот у нас есть стратегия бесплатными методами, платными методами продвижения, стратегия, аналитика, краткий алгоритм. То есть это классный конспект, который можно выдавать подписчикам за подписку на канал, использовать для создания каких-то лид-магнитов, то есть полезных материалов, которые мы выдаем подписчикам. Это, по сути, вы поняли, да, что и этот механизм, когда мы даем исходное изображение, а потом говорим, что нужно сделать в таком стиле, по сути, лишает смысла вообще все вот эти промпты и сложные конструкции. Но что если, допустим, нам действительно нужно взять какой-то конкретный промпт? Я сейчас подскажу вам лайфхак, это секретная техника, где все в основном берут вот эти платные промпты или классные вот эти смачные промпты. Заходим в соцсеть, которая называется Threads. Это Twitter на минималках или новая соцсеть от Instagram. Текстовая соцсеть, где люди делятся всякими разными ветками и заметками. Если здесь написать чат GPT, например, GPT Image 2, вот GPT Image 2, то вы найдете в топе или в подходящих посты, которые содержат уже готовые промпты с какой-то конкретной механикой. Например, вот такое вот изображение. Мы заходим в сам пост, и у нас здесь есть промпт. Смотрите, промпт не на русском языке, да, но
Какая разница? Нейросеть понимает любой язык. То есть вы скопируете промпт и получите изображение вот в этом стиле. Давайте покажу на примере. Зайдем в новый чат, я напишу вот этот промпт, отвечай на русском языке. То есть если он вдруг мне что-то будет отвечать, то пускай все равно отвечает на русском языке, но переделает мое изображение. Я хочу взять свою картинку, свое лицо и вставить его вот в этот промпт. То есть он будет карикатурно переписан. Я не до конца знаю, что там в этом промпте написано. Есть еще такой лайфхак. Можно просто попросить перевести этот промпт, э, тот же чат GPT, он его переделает. Он сразу начал создавать изображение в нужном стиле, он его создаст. И здесь вы можете найти все, что угодно. Вот, например. То есть у нас промпты, которые позволяют делать вот такое вот, например. Хочу сделать такую обложку. Как мне это сделать? Заходим в комментарии, здесь находится промпт. Вот, пожалуйста, готово. То есть люди здесь делятся промптами довольно легко. И не только русскоязычная аудитория, а вам будет доступна любые промпты из любой страны, потому что люди будут делиться ими. И здесь можно сделать свою стилистическую подборку, а, постер для мероприятия, всратую картинку, которая нарисована как в Paint, или какое-то изображение, которое до этого вам было недоступно, например, вот такой вот баннер, да, который описывает какой-то продукт. Вы можете взять этот промпт, скопировать его, находим здесь промпт, копируем, и дальше, вот, кстати, мое изображение, мой шарж. Блин, раньше это стоило денег. Так, рисование карандашом. Сначала преобразуйте загруженную фотографию в рисунок карандашом, упростите детали, если бы рисовал их десятилетний ребенок. И шаг 2 — реалистичная 3D-миниатюра. Что нужно сделать? Нужно открыть, например, какой-нибудь профиль в Instagram. Заходим в Instagram, заходим в профиль и копируем скриншот своего профиля. Вставляем скриншот своего профиля сюда, в готовый промпт. Я, кстати, не уверен, что получится, но попробуем. И у нас должна получиться стилистическая картинка, как вот из примера. То есть Threads дает нам возможность найти все, что угодно и переделать все, что угодно в любом стиле. Следующая соцсеть, даже не совсем соцсеть, а сайт, который позволит вам найти вдохновение для ваших генераций в GPT, это Pinterest. Заходим в Pinterest, и здесь иногда встречаются картинки уже с готовым промптом. То есть у нас есть какое-то изображение, мы хотим сделать себе фотографию в таком же стиле. Здесь уже сразу написан промпт. То есть мы можем скопировать эту картинку, просто сделать копию, вставить ее в чат GPT и сказать: используй этот референс и переделай мое изображение в стиле этого референса. Например, вот сейчас мы возьмем какую-нибудь вот такую картинку, скопируем ее, или вот такую картинку, скопируем, и теперь вставим ее. Вот, кстати, у меня тут получилась картинка первая карандашная, вторая мультяшная. Из того промпта, который мы брали в Threads. И смотрите, в Threads люди выкладывают наиболее удачный вариант того, что у них получилось. Поэтому будьте готовы к тому, что ваши исходники будут не сразу выглядеть хорошо, но это не должно вас останавливать. Скидываем пример изображения, которое мы нашли в Threads, закидываем сюда свое изображение. Можно взять просто свою аватарку классическую, она у меня не очень хорошего качества, либо отфоткать себя со всех сторон, так, чтобы нейросеть точно знала, как вы выглядите. Вставляем сюда и говорим: используй изображение, которое я прикрепил, как референс. Я хочу получить такую же фотографию в таком же хорошем качестве и прикрепляю фотографию своего лица с разных сторон, чтобы ты хорошо мог понять, как выглядит мое лицо и мои черты лица. Сделай мне постер в таком же стиле, как на исходной фотографии. На картинке не должно быть никаких текстов, только сама фотография. Отправляем промпт. Как видите, я объясняю чату GPT довольно простым языком. То есть я
хочу повториться еще раз, что времена каких-то хитрых и серьезных промптов, да, замороченных, расписанных на много этапов и на много шагов, они как будто бы канули в лету, потому что раньше действительно, если ты обладаешь каким-то секретным промптом, то у тебя получается определенное изображение. Если у тебя нет этого секретного промпта, все, такое изображение ты создать не можешь, у тебя получается какая-то галимая фигня. Но сейчас времена поменялись, и теперь создать изображение можно просто прикрепив референс, то есть пример, и простым языком, простыми словами объяснив, что нужно, чтобы сделала нейросеть. Вот, например. Отлично, получилось изображение. Как на исходном фото. У меня не было промпта, но у меня есть референс и мое изображение, и я могу спокойно его теперь использовать. Соответственно, как искать в Pinterest что-то? Например, вы можете просто вписать промпт. Тогда вы будете гулять по куче разных вариантов, как можно сделать себе фотосессию под какой-то определенный стиль. Вот этот стиль видно, что он уже прям избитый, и он везде здесь встречается. Вот есть такой прикольный стиль, где нужно сесть на свою голову, да, и разные варианты с головой, с разными ракурсами. Ну вот это я видел довольно часто. Такую штуку вы тоже можете скопировать и использовать. Либо вы можете найти что-то конкретное, ну, например, там 3D картина, ну, или карта города. Ну, и можно найти вот такое, например, и такое попытаться воссоздать. И нейронки очень клево делают вот такие вещи. То есть у нас есть вот такая вот 3D-картинка, и мы можем из нее собрать что-то такое или вот такое. А потом это потом еще в видео оживить. Короче, вот этот стиль тоже можно просто скопировать, и никакие промпты вам на самом деле не нужны. Вот и весь секрет. Я надеюсь, что вы сможете воспользоваться этим механизмом, воспользуетесь моей инструкцией по регистрации аккаунта. И если это видео вам понравилось, влепите лайк, в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу. И подпишитесь на канал, если вы не подписчик, потому что будут выходить больше полезных материалов про нейросети. Меня зовут Артем Исламов. Это канал «Лысый из браузера». Я рассказываю про ИИ так, чтобы ваша жизнь становилась лучше, легче и класснее. Все, до встречи в следующих видео. Пока.